Привет, друзья! Сегодня, как обычно, без кликбейта, у меня есть классное решение по отделке стен, недорогое, практичное, красивое, о котором я хочу вам рассказать. Но прежде чем мы перейдем к самому решению, давайте вообще посмотрим, а что есть на рынке из отделки стен, какие плюсы и минусы у других покрытий, и почему мы вдруг от окраски отказываемся. Ну, казалось бы, решение уже зарекомендовало себя с лучшей стороны, но так ли это? Смотрите, в квартире есть очень много вещей, с которыми мы контактируем напрямую. Сантехника, фурнитура, шторы, там. Не трогаем мы только потолок. А вот стены такая вещь необычная. Мы касаться их не планируем, но приходится. Вокруг тех же выключателей или фартук, например, на кухне, он вообще износостойкий должен быть. Поэтому, когда мы выбираем, чем и как мы хотим отделать стены, мы думаем не только про бюджет и красоту, но и про практичность. Как мы будем их мыть, можно ли их вообще мыть, и на дистанции, как мы их будем ремонтировать. Я хорошо помню тот переходный момент, когда люди перестали обоями и ковром на стене пытаться сразу решить все вопросы уюта и дизайна. Такой ковер, что ж ногами по нем ходить, что ли? В моду очень быстро вошли окрашенные стены. Многим это казалось самым простым вариантом получить взрослый дизайн. Но только сейчас, пожив и попробовав это решение, многие осознали и минусы. Дело в том, что пока вы не сильно заморачиваетесь с финальным качеством ваших стен, все работает. Вы можете просто взять валик и махануть всю стену, используя там банку краски, потратив 2 часа времени. Можете локально подкрасить, можно взять вообще меламиновую губку, потереть все это. У нас был ролик про ремонт окрашенных стен. Но вот на рынке становится все больше высококачественной окраски, безвоздушными системами и краскопультами, и вы, как заказчик, видите это в том же Ютубе и хотите не хуже, чем у других. Мне кажется, это информационный пузырь тех лет оказал такое сильное влияние на любовь к окрашенным стенам. Ну, плюс инерция мышления, когда все вокруг делают, значит и мне тоже стоит. Во вторую уже очередь идет такое понимание внутреннее наше, что если стена идеально ровная, то это красиво. А значит, качественно, дорого и стоит того, чтобы переплатить строителям какие-то безумные деньги. Проблема в том, что трогать такие стены даже нельзя. Если они в матовой, суперматовой краске, любое касание – это сразу следы. Особенно если стена упирается где-то в окно, и оно подсвечивает всю ее плоскость. А какие есть альтернативы? Обычное дело, что вот в таком треугольнике вы можете выбрать только два параметра, жертвуя третьим. Начнем с красиво и практично. Сюда мы относим шпанированные панели и все в шпоне, крупноформатный керамогранит, мебель. Да, мебель можно рассматривать как стену, стекло, металл и прочую экзотику. Стена в отделке шпоном – это очень красиво, тактильно и уютно, особенно с правильным освещением. Но такой стене все-таки противопоказаны дети с какими-то беговелами и мелками. В этом случае против детей поможет керамогранит. Как-то двусмысленно звучит. Работать с крупноформатным керамогранитом не так и сложно, было бы, как говорится, желание. А по практичности ему нет равных. Вот как пример отделка проходного угла, даже не стены, тонким керамогранитом. Рисунок называется лакрица, это как поцарапанная старая кожа такая. Всем, кто видит в первый раз, очень нравится. Особенно на фоне бесхарактерных, просто крашеных стен. Это керамогранит тонкий, 3,5 мм, армированный стекловолокном. Ему на все наплевать. Даже если у вас там сын металлист, он с друзьями вот с толпой придут пьяные, в детскую пойдет по ней в косухе, вот с шипами царап. Ей только лучше будет. Если ее еще немножко поцарапать, она только лучше станет. У меня даже реклама в голове нарисовалась. Если бы я продавал керамогранит, я бы делал вот так. Крупноформатный керамогранит – это всегда предсказуемый вариант. Здесь нет руки мастера. Вы то, что видели, то и получите. Неубиваемый, практичный, просто вот архитектурный такой объем сюда вот влез. Но это не 200 рублей за метр, к сожалению. Это дороже. Недорого и практично я бы отнес жидкие обои, ну тут внешний вид оставляет желать лучшего. Просто какие-то недорогие обои, которые не жалко переклеить. И окраску валиком, но без фанатичной подготовки поверхности. То есть самая простая. Красиво и недорого – это красивые и недорогие обои. Но чтоб найти такие, можно полмира обойти, редкость неимоверная. Ну и по практичности в нагруженных местах они проиграют неубиваемым или легко ремонтируемым стенам. Отдельный набор у нас будет – это специализированные стены, акустические панели, тканевые стены для борьбы с эхом и все такое. Бывают и красивые, но это все же специальное решение, не базовое, причем не дешевое. В недорого, красиво и практично я бы записал окрашенные стены в истинном лофте. В них уже сложилась для нас сильно эстетическая составляющая, а стоит это копейки. Но такие стены, во-первых, есть не везде, а во-вторых, ну не будут же они у вас по всей квартире. Крашеный бетон и кирпич не везде уместны. Отдельно вынесем декоративную штукатурку. Почему отдельно? Да потому что 90% где-то всей штукатурки в интерьере мне не нравится, как и обои.
Вот примеры, и неважно с какого сайта, суть везде почти одна. Мне от таких решений прям грустно. Обычно это ядреная или по цвету, или по фактуре стена. Ролики «Отделка за копейки» набирают десятки миллионов просмотров. Запрос понятен, но все декораторы, чтобы было о чем рассказать, видимо, предлагают всякие рогожки, тысячи линий и карты параллельных миров. Еще хуже, когда такую штукатурку красят. В итоге штукатурки воспринимаются большинством как два лагеря. Что-то бюджетное и адское, и как какие-то венецианские выпендрежи за огромные деньги. Но чаще мы видим вокруг себя именно что вот такие бюджетные варианты. Получается, что в своей основе базово штукатурка для отделки стен материал хороший, и красивая, и практичная, но та, что недорогая, выглядит так себе. А если она, например, классно имитирует травертин и прочее, там уже и ценник соответствующий, ну и не будете вы всю квартиру закатывать в такое вот решение. И туда же микроцемент можно отнести. Это просто декоративка на хайпе. И не делайте ванные комнаты полностью в микроцементе, если вы не уверены, что строители понимают, как с ним можно и нужно работать. Там есть свои тонкости, и потом я вот получал уже отзывы на дистанции, что происходит. Так вот, если я хочу предложить вам, например, материал практичный, недорогой, красивый, не привлекающий много внимания, эстетичный, тактильный, да еще и с историческими корнями, например. Это декоративная штукатурка, только базовая. Скорее всего, вы знаете ее или слышали под названием мармарин. Известковая штукатурка и мармарин всегда ценились за свою экологичность и эстетику, потому что известь, например, очень хорошо сопротивляется плесени. Но вот что касается эстетики, показать ее даже на большом телевизоре в 4К разрешении мне вряд ли получится. Вот такая минимал штукатурка сжирает ее кодек YouTube, и она превращается в какое-то свое подобие. Да? То есть вживую вы увидите ее абсолютно по-другому. Причем в зависимости от цвета она иногда выглядит вообще просто как белая покрашенная стена. Но сейчас буду пытаться показать. Пусть вас не введет в заблуждение название мармарин. Имитируем мы не мрамор. Смотрите, вот здесь штукатурка в ее исконно натуральном виде, без какого-либо колера. Это чуть-чуть теплый белый цвет. А вот здесь просто белый цвет, абсолютно нейтральный, нанесенный на дверь. Можно представить, что это стена в окраске. С 2 метров при рассеянном свете, на самом деле, даже вживую разницу не всегда заметишь, потому что штукатурка очень такая природная, спокойная, я бы сказал, скандинавски минималистичная. И в зависимости от величины зерна, вот такие стены можно делать как более гранжевые, так и спокойные. Вот вам наглядный пример. Самый недорогой мармарин. 200-300 рублей за квадратный метр. Плюс работа по нанесению, но это можно, знаете, даже самому взять кельму и нанести, потому что здесь очень грубая такая, без какого-либо рисунка фактура нанесена, чтобы и ремонтировать было проще. То есть, если что-то случилось, взял прям, подмазал и все. Потому что тут есть и гладкие пятна, и грубый такой вот рельеф. Очень похожая по фактуре и текстуре стена сделана в сети магазинов Lime. Будете там шопиться, обратите внимание. Там в дизайн-проекте заложили ровно такой же мармарин. Подороже немножко, но суть одна. Если вы были в Lime и не обратили внимания на стены, то логично же, что они достаточно спокойны даже в таком грубом исполнении. И есть принципиальная разница при близком восприятии, а именно так мы видим стены в квартирах, близко, между окрашенной декоративкой и натуральной. Слева для нашего мозга очень бюджетная стена, а вот справа стена с идеей. На ней как будто отпечаталась история, как на старинной штукатуре на стене. Окрашенная такая стена воспринимается, как будто кто-то из управляющей компании пришел и закрасил все это в 100-й раз. На фоне таких текстурных поверхностей любые текстильные изделия вроде диванов, штор или одежды выглядят еще мягче и приятнее, а зеркала или высокотехнологичные девайсы выглядят еще идеальнее и дороже. Эту идеальность подчеркивает как раз визуальное несовершенство подобных неровных стен. Если несовершенство естественное, то оно не может вам надоесть, как и все природное. Вас же трава не бесит? Очень сочно на такой стене смотрится красивая электрофурнитура. Вот, например, матовый Донел, одна из моих любимых серий, входит у нас в пакет отделки мята и кашемир. Кстати, если интересно узнать что-то про проектирование, заходите к нам на сайт отделочный.com. Так вот, эта фурнитура стоит чуть-чуть дороже, чем Schneider Electric Atlas. Сейчас они System Electric, из-за санкций сменили название. И практически один в один, как Schneider Electric Art. Но имеют некоторые особенности, которые позволяют ее монтировать на стену из вот такой штукатурки, получая идеальный результат. Сейчас покажу, что я имею в виду. Инженеры, когда проектировали эту серию R98, я думаю, они сделали это специально. Возможно, получилось случайно, но я хочу верить, что кто-то об этом подумал. Смотрите, здесь рамка по периметру имеет супер-микро-теневой зазор. И при монтаже этой фурнитуры на нашу штукатурку мы получаем идеально ровную линию. Такую же, как при потолке и полу, если мы делаем с теневым зазором. Вот там все тоже скрадывается. Потому что если, например, рамка бы прижималась вплотную, то где-то она была бы вплотную, где-то появилась бы тень. И было бы неровно.
А так, как ты ее не поставь, она смотрится идеально. Очень хорошо работает. Кстати, здесь не розетка HDMI, а кабель, потому что это оптический HDMI, позволяет передавать сигнал на огромные расстояния без всяких усилений. Вот только посмотрите, как классно смотрится блок из двух постов, когда расстояние между клавишами абсолютно идентично расстоянию между постами. Мы уже воспринимаем весь этот элемент как единый такой выключатель с тремя разноширокими клавишами. Очень минималистично смотрится. И замечу, что в данной ценовой категории достаточно редко выключатели работают, ну, знаете, как называется, вкусно. Здесь таковое присутствует. Если стиль гранж, он не ваш, то используйте штукатурку с зерном 400 и выше. Дело в том, что вот это число, оно привязано не к размеру фракции, да, а к количеству ячеек в сите. Поэтому штукатурка 1000, она будет более гладкая. Штукатурка 50, она более грубая. Обратная зависимость, не ошибитесь. Здесь у нас стена имеет такую текстуру ближе к минимализму, не к лофту. И я говорю текстуру, потому что фактура — это все-таки про кирпичную стену, про скалу. Здесь она гладенькая, под матовым лаком, рука еще легче скользит по ней, поэтому текстура. На ощупь не сильно отличается от обычной натуральной штукатурки, если бы ее не покрывать лаком, да, скорее всего, разницу вы бы даже не заметили. Никакого отблеска, никакого глянца. Но матовый лак дает ей как раз ту самую ремонтопригодность. Вот у меня здесь есть образец, на объекте лежал, и кто-то по нему походил очень удачно. Сейчас я возьму щетку, мыло и попробую все это дело отмыть, потому что вот такое загрязнение, на самом деле, оно гораздо жестче, чем если бы я, например, побрызгал кетчупом на стену и все это вымыл. Потому что здесь прям грязь засунута туда, в поры, да. Получится ли ее вымыть? Вопрос. Как я и говорил, отмыть следы от ботинок, я подозреваю, что это они, гораздо сложнее, чем кетчупчик и горчичку. Если отмыть не получается, всегда вариант взять шкурку и просто это место протереть, и также потом губкой матовым лаком помазать. Ремонт простейший, то есть не сложнее, чем перекрасить как бы стену, но проще, чем локально перекрасить стену. Причем, локально перекрасить стену можно только если она была изначально покрашена валиком и недорого. Стену без воздушной окраски локально вы не перекрасите. Это будет заметно. К сожалению, правда такова. Если вы хотите сделать такую штукатурку на фартуке кухни, например, то просто покройте ее полиуретановым лаком или аквафинишем в 2 слоя, или можно взять даже, если вы хотите глянец, автомобильный лак, нанести несколько слоев и отполировать, тоже будет прочно. Здесь все решает именно лак, он воспринимает все нагрузки. Возвращаясь к попытке показать красоту мармарина, хочу отметить, что в составе есть небольшие вкрапления темной крошки, придающие глубины и натуральности, а также супер-микро маленькие кусочки слюды, скорее это даже что-то вроде мики, которые дают едва заметный блеск, если на стену дать акцентный свет или падает рассеянный, но под определенным углом, а вы в этот момент движетесь вдоль стены. Стена воспринимается на 100% матовой. Если не знать, что здесь есть блестки, вы их никогда не увидите. Это нужно задаться целью, источник света поставить какой-то акцентный, подвигаться вдоль нее, тогда можно их заметить. Но вот мне кажется, удалось снять, я вам показывал. И это классный момент такой, невероятно прикольный, потому что если вам блестки не нужны, их для вас нет. Если вы их любите, вы знаете, что они есть. Но они не просто как где-то существуют, на самом деле они создают вот эту вот глубину, когда на массе вы смотрите на материал, и он отличается от такого же, например, но более дешевого. Потому что все равно где-то на подсознание они влияют. Я прям сравниваю, да, и вот этот материал, он как бы понимаешь, за что ты переплачиваешь. Мы долго сравнивали, искали разные аналоги, с маркетплейса брали и прочее, но, к сожалению, только вот такой классический состав с 20-летней историей, как заявляет производитель, он устроил по всем параметрам. Да. Сейчас при монтаже материала я все равно понимаю, что с блестками показать их фактически невозможно. То, как они в реальности воспринимаются, смотрите вживую. Вообще эта штукатурка позволяет гибко работать со светом. В рассеянном она незаметная, но стоит рядом поместить источник света, и вокруг, например, вашего зеркала проявится рисунок. Меняя интенсивность и углы, можно от одной и той же стены добиться абсолютно разного эффекта.
Данная штукатурка нам обычно обходится где-то по материалу в 500-600 рублей за метр квадратный. Тут все зависит от технологии, будете вы ее соблюдать, не будете. На самом деле этот материал очень такой прощающий. Вы можете взять грунтовку не от производителя, не переплачивать. Просто хороший грунт с кварцевым наполнителем, грунт краска, если вы хотите делать в один слой и хотите сразу забелить стену. В общем, это отдельная тема для разговора, мы к ней еще как-нибудь вернемся, обсудим. Я показывал уже аналог за 200-300 рублей за метр квадратный с маркетплейса. Он подходит больше под грубое нанесение, но там нет ни натуральных вкраплений, ни блесток. Выглядит он по-другому. Есть еще один аналог. Может быть, все-таки получится сэкономить? Хотя тут, понимаете, экономия, если мы говорим о том, что мы выкидываем подготовку идеальной стены, вот это все вышкуривание, да, вышлифовка, безвоздушную окраску, если мы говорим, что ее не надо ремонтировать и через 10 лет, вы можете просто что-то где-то подмазать и вообще у вас голова не болит, то такая стоимость более чем оправдана. Вот я нанес на, назовем его, дорогой состав, более дешевый состав, вот она, граница. И что сказать, даже при условии, что здесь, конечно, фракция более тонкая, но воспринимается это гораздо лучше. Здесь есть какие-то натуральные вкрапления, блесток здесь я не нашел, как ни старался, и выглядит это больше как просто шпаклевкой помазанная на стену. Ну, откровенно говоря, дешево. Так что если нужен прям топовый результат, то экономить не стоит. Однако не стоит думать, что я теперь агитирую только за штукатурку по всей квартире. Нет, каждое решение хорошо к месту и к логике. Окрашенные стены никуда не денутся. Просто использовать их нужно там, где вы либо с ними не контактируете постоянно, ну, либо где их можно все-таки перекрасить, отремонтировать. И будьте аккуратны с акцентной стеной. Вот нравится вам цвет, вы прям хотите стену покрасить. Это сильно дешевит интерьер. Применять акцентную стену стоит очень так крепко подумав. Например, вот за моей спиной здесь рабочая зона, здесь будет стол, здесь будут шкафы, и она здесь решает две задачи. Когда вы переводите глаз с монитора на этот мягкий кашемир, он отдыхает, плюс электрофурнитура на этой стене не так сильно, что называется, звенит в интерьере. Ее здесь в избытке, поэтому вот она менее заметная. Каждое решение, я к чему веду, должно быть оправдано. Не стоит думать, что если мы вам дали какой-то вот классный вариант, что он подойдет на всю квартиру и все будет здорово. К сожалению, думать все равно придется. Если же вам хоть убейся хочется крашеную стену вдоль проходного места, то разделите этот участок на зоны профилем, утопленным в плоскость стены. Это позволит вам ремонтировать не всю стену, а по частям, потом спасибо скажете. Да и в целом такое решение выглядит вполне архитектурно и убирает ощущение пустой неуютной стены, также прощает огрехи окраски. Продолжаю накидывать плюсы штукатурки. Смотрите, здесь наш любимый плинтус полоса, и у него есть толщина 1 мм. Если вы вообще не хотите, чтобы у вас из стены что-то вот здесь вот выступало, то можно просто взять скотч, после монтажа плинтуса его отклеить и нанести штукатурку уже от плинтуса. Получится единая плоскость штукатурки, переходящая в алюминиевый плинтус. Высоту плинтуса выбирайте сами, 10, 20, 30 мм, в зависимости от того, насколько вы боитесь за низ стены. Здесь это 10 мм, и в принципе я проблем не вижу. Если даже щетка пылесоса будет такая, что будет сначала задевать стену, например, да, а не низ, можно на нее наклеить фетровые накладочки, которые обычно используются на ножках мебели. И все, проблема будет решена. В таком минималистичном решении устаревать нечему. Здесь все природное, натуральное. И здесь штукатурка, слюда, алюминий, дерево. Это на века. Но здесь SPC, черт его побрал. Поэтому SPC устарел уже по выходу. Конечно, супер практичное решение, но себя не обманешь подсознание. Тактильное, и когда знаешь, что это просто приклеенный LVT, стремитесь к дереву. Мой просто вот искренний совет. Углы стен при отделке белой декоративкой лучше выставить пластиковым уголком и оставить чуть-чуть его поверхности. Это сразу снимает вопросы сколов или вашего об эти углы царапания. При колированной штукатурке такой угол не оставишь, придется ее сглаживать. Это чуть сложнее. Сейчас есть некий возврат тренда на скругление, всякие радиусные стены, арочки и прочее. Я это приветствую, в умеренных количествах это все здорово, потому что наш мозг так устроен, что мы скругленные вещи воспринимаем как более дорогие, так как в них требуется вложить больше труда, чтобы сделать ту же самую, например, скругленную мебель. Поэтому она для нас выглядит дороже. Так вот, наш плинтус полоса и декоративная вот такая штукатурка подходит как нельзя лучше, потому что плинтус легко любой радиус оближет, вы его приклеиваете, и все, у вас единая красивая вот такая алюминиевая полосочка пойдет по этой стене. А штукатурке вообще наплевать, наносите вы ее на ровную или на скругленную поверхность. Это под окраску скругления нужно еще тщательнее готовить, чтобы вообще никакая грань там не сыграла косячно.
А это и наплевать. Поэтому еще один плюс. Не могу не сказать не про минус, а про важную особенность штукатурки как материала, который полностью зависит от мастера. Рисунок на стене все равно будет отражать руку человека, который его нанес. Это как штукатурная подпись. И не стоит относиться к таким стенам, как к произведению искусства, где вы хотите проконтролировать каждый штрих. То, что вы себе представили или где-то увидели, может отличаться от того, что вы получите. Не все могут перестроить свое сложившееся восприятие. Очень хочется уже на стадии базовой штукатурки поиграть в дизайн, как с обоями. Но это именно что базовая штукатурка. Просто практичная природная текстура, выполняющая роль холста для всего остального. Это нужно для себя понять. Что ж, друзья, если вы устали от окрашенных стен или разочаровались в их какой-то практичности, то вот вам, пожалуйста, новый тренд, который, я уверен, только будет набирать обороты. Потому что все, что естественное и природное, оно входит в нашу жизнь все больше и больше. Есть такое понятие биофилия, и мы, люди городов, конечно, нам этого не хватает. Поэтому я уверен, мы будем тянуться туда. Если вы тоже захотите вступить как бы в эпоху экодизайна, заходите к нам на сайт отделочный.com. Буду рад, если у вас будут какие-то вопросы в группе в Telegram. Удачно вам отделаться!